Здравствуйте, друзья! В сегодняшнем видео давайте посмотрим и, конечно же, послушаем такой внешний аудиоинтерфейс от фирмы Audient ID44 на 4 входных и 4 выходных канала. Хотя на самом деле на 20 входных и 24 выходных канала. Как это возможно? Давайте разбираться вместе. Для начала, как всегда, давайте начнем с разбора комплектации. Среди комплектации мы сможем найти сам аудиоинтерфейс, питание с набором различных вилок и провод USB на Type-C, потому что здесь разъем Type-C. Также приятное дополнение — это набор различного ПО для работы со звуком и музыкой общей стоимостью в районе 500 фунтов стерлингов. Довольно щедрое предложение от Audient, я вам скажу. На передней панели первым делом мы видим управление входными линейками, имеется усиление, индикация подач фантомки, срез 10 дБ фиксированный и срез низких частот. Далее у нас идет управление различными общими функциями. Это усиление для наушников, это энкодер нажимной, с помощью которого мы можем менять, допустим, громкость на мастере, с помощью которого мы можем контролировать какие-то функции внутри вашего компьютера, но об этом позже. Куча различных кнопок. Значит, есть программируемые кнопки, их можно настроить на различные функции, касающиеся мониторинга, там, сумма в моно или поворот фазы и так далее. Кнопочка TalkBack. Кстати, TalkBack довольно интересно здесь реализован, он использует микрофон, встроенный в ваш компьютер. Ну, допустим, если вы работаете с ноутбуком, то, нажав TalkBack, будет активироваться микрофон, который вшит к вам в ноутбук. Это, ну, занятно, знаете. Здесь у нас кнопки также для работы с мониторингом, то есть тут фиксированное послабление и кнопка ID, опять же, для функций работы с параметрами в компьютере с помощью энкодера. Ну и здесь же есть индикация выходного уровня. Передняя панель оборудована несколькими разъемами. Первым делом это DI-вход для подключения напрямую гитар, басов и так далее. Ну а во-вторых, это два разъема для подключения наушников. Ну и коммутационные различные дела, друзья. Давайте по порядку. Первым делом это питание. Карте нужно внешнее питание, не забывайте. И тумблер для подачи питания. Из разряда тех тумблеров, которые очень приятно переключать туда-сюда. Разъем USB Type-C, прошу заметить. Оптический интерфейс, вход и выход, оснащенный двумя разъемами, и тот, и тот. Разъемчик BNC для цифровой синхронизации с внешними приборами, если вы их используете. 4 линейных выхода и блок со входами. Тут всего имеется 4 комбо-входа. Сюда можно подключить микрофоны, музыкальные инструменты различные и линейные подключения, если вам, конечно, это нужно. Два первых канала оснащены разрывом. Небольшой блок, посвященный начинке. Что мы сможем найти внутри ID44? Первым делом это, конечно же, микрофоны и преампы, которые позволят в максимальном положении достигать аж 60 дБ усиления. Преампы, к слову, снятые со студийных консолей от Audient. Если мы переместимся от микрофона входов к входам инструментальным, то мы здесь найдем полевые транзисторы, как и на входах ваших любимых ламповых усилителей, что тоже довольно интересно. По преобразователям здесь стоят любимые нами всеми Burr Brown, которые позволят нам записывать в качестве до 96 кГц на 24 бит. И по динамическому диапазону на вход они будут нам выдавать 120 дБ, а на выход 126 дБ. Отдельно отметим функцию, что вынесена на переднюю панель карты. Это Scroll Control или Scroll Lock, там везде она по-разному называется. По сути, она делает из вот этого энкодера такой контроллер, с помощью которого вы сможете менять параметры в ваших плагинах, задавать автоматизацию и тому подобное. Давайте нырнем ко мне в компьютер и посмотрим, как оно работает. Взглянем на эту функцию на примере нашей DAW. Нажмем кнопочку ID функциональную и, ну, допустим, поиграемся с автоматизацией. То есть сейчас видно, что я не кручу ничего в компьютере, и я могу таким образом менять автоматизацию. За счет того, что здесь есть нажим, я могу также останавливать. Допустим, что-то выбирать, если мне нужно. Что самое интересное, я бы вам хотел показать немножко другое. Я бы вам хотел показать то, что с помощью этой ручки можно даже вот так вот ориентироваться очень удобно по тому же самому браузеру. Мне кажется, это интересно, и со временем такая штука может
с легкостью заменить вам привычное колесо на мышке, потому что, на мой взгляд, это намного удобнее. Также с помощью нее можно накручивать любые параметры в различных плагинах и тому подобное. Разрывы, друзья, это очень классная штука, и, к счастью, здесь она имеется аж в 2 экземплярах, на первом и втором канале. Что нам дают разрывы? Ну, об этом я предлагаю вам поговорить. Вот созерцая вот это внешнее чудо. Это предусилитель, также от компании Audient. 880 ASP. Обзор на него, кстати, есть на нашем канале. Заходите и смотрите. У вас есть внешний прибор, который устраивает вас своим звучанием. Неважно, предусилитель это, компрессор, эквалайзер, channel strip, не имеет значения. Вы хотите этот прибор слышать в своих записях, и разрыв как раз-таки дает вам эту самую возможность. С посыла разрыва входим во вход, прошу прощения за тавтологию прибора, а с выхода прибора возвращаемся в возврат, опять же тавтология. И таким образом приборчик, который вам необходим своим звучанием на вашей записи, появляется в схеме карты. А теперь вопрос на миллион. Откуда же здесь берется 20 входных и 24 каналов на выход? Ну, виновником торжества можно считать оптический интерфейс. Он позволит нам подключать различную внешнюю периферию с оптическими входами и выходами. Вот, например, как тот самый приборчик, который я показывал вам чуть ранее. Здесь у нас имеется оптика. Подключаем по оптике и имеем дополнительно 8 каналов. Опять же, сюда можно подключить сразу 2 таких прибора на вход, то есть мы заимеем дополнительно 16 каналов. Нужно ли покупать именно внешний преамп от Audient? Ну, ответ тут может разниться. Вообще, по-хорошему, да. Если вы хотите лучшую совместимость, то все-таки нужно брать Audient. Но никто вам не запрещает сэкономить, если вдруг вы не располагаете такими бюджетами, чтобы позволить себе и ID44, и внешний блок, и взять какой-нибудь аналог, ну, от тех же Behringer. Я имею в виду Behringer ADA. Теперь давайте отложим нашего внешнего оптического друга, переместимся ко мне в компьютер и рассмотрим роутинг, установку драйверов, ну и задержку ID44. Для того, чтобы начать работать с ID44, мы должны зайти на официальный сайт Audient и скачать драйвера. Тут, кстати, вышла новая версия драйверов, мы ее как раз с вами и заценим. Но для начала давайте разберемся с роутингом. Установили драйвер, перезагрузили компьютер, открываем вашу DAW и можем уже писать. Давайте посмотрим, как... Вот да, роутинг, кстати, тут куча всего. Драйвер называется вот так, Audient USB, Audio ASIO драйвер. По роутингу я добавил сразу несколько дополнительных стереошин, то есть тут 4 аналоговых входа, и дальше уже идет цифра, то есть мы можем еще добавлять и добавлять и добавлять, если вам это нужно. По выходу у нас имеется 4 выхода на самой карте, и еще можно добавить, если вы используете внешний какой-то источник. Сейчас давайте обратимся к драйверу, контрольной панели и посмотрим задержку. Запись я остановлю, чтобы она у нас сама по себе не срывалась. С драйверами более-менее разобрались. Теперь давайте рассмотрим саму контрольную панель, которая представляет собой такой DSP-микшер. Вернемся назад в компьютер. Те, кто видел предыдущее видео по аудиоинтерфейсам Audient, наверное, заметили, что контрольная панель претерпела изменения. Дело в том, что за прошедшее время Audient успели выкатить новую версию драйверов. И здесь же как раз-таки контрольная панель поменяла свой внешний вид. Давайте посмотрим на нее получше. По сути, это все тот же самый старый добрый микшер. Есть набор каналов, так тут. Фазу кто-то повернул вместо нас. Можно называть их по-всякому, как вы хотите. Вот, допустим. По управлению поворот фазы, панорама, объединение в стерео, 2 линеечек сразу, соло-мьют и усиление на контроль.
Здесь по каналам мы имеем 4 физических канала, далее идет оптика, всего 2 входа тут, и сейчас у нас вся система работает в SPDIF. Вот. Что самое интересное, мы можем зайти в настройки и, допустим, поставить, чтобы один вход работал в режиме ADAT, а второй в SPDIF. И мы видим, что у нас количество каналов расширилось на первом, а на втором также осталось в виде 9 и 10. Довольно интересно, вдруг кому-то пригодится. Ну, естественно, возвраты с цифровой рабочей станции, всего 5 пар возвратов. Опять же, тут есть возможность разъединять их в моно. Итого 10 каналов. Вот. По мастеру особого управления здесь нет, то есть мастер управляется непосредственно с самого аудиоинтерфейса. Наборные Q-шины. Опять же, по роутингу, по матрице, которую мы посмотрим чуть позже, эти самые Q-шки можно раскидывать куда угодно, на тот же выход. Текс. Ну да, здесь управление Q-шками. Что касаемо вот этих кнопок, это те самые программируемые кнопки, которые вынесены на сам корпус. У нас вот есть F1, допустим, F3, где-то F2. И их мы можем нажимать как здесь, допустим, вот TalkBack, так и можем нажимать, вот я сейчас нажимаю кнопкой на самом аудиоинтерфейсе. Давайте взглянем. Кстати, да, вот у нас поменялся цвет. Тут вся фишка в том, что Q-шки у нас набираются как, на цифровых пультах. Допустим, вот у нас мастер микс. То, что вы сейчас слышите, и то, что я сейчас слышу в наушниках. Допустим, нам нужна вот QA шина. На нее мы что-то набрали, накидали. Возвращаемся в мастер микс. Мастер у нас тот же. Ну, то есть принцип цифрового пульта. Так. Да, вот эта панель роутинга. Опять же, пройдемся по порядку. Здесь управление оптикой на вход и на выход, управление синхронизацией по частоте. Так, здесь у нас совместимость моно, можно задать проверку по левому, по правому, ну или по центру, как обычно. И здесь задача функций по изменению усиления для различных мониторных функций DIM и Alt. То есть здесь можно вручную задать значение, на которое будет понижаться громкость при активации тех функций. По роутингу. Роутинг довольно удобный, развитый, как обычно. В целом он похож на роутинг с предыдущей версии. У нас есть Q-шки, вот эти самые шины, на которые мы набираем всякое. И мы эти самые Q-шки можем выставлять куда угодно. Так, вот я сейчас начал слышать по-другому. Вот, давайте вернем. Надеюсь, на записи это не пойдет, но в наушниках это было слышно. Ну, естественно, тут есть роутинг и для всего остального. Вот даже для токбэка есть роутинг. Можно назначить микрофон, который будет у вас отвечать за токбэк. Ну, в целом как-то так. Неумолимо мы с вами приближаемся к завершению сегодняшнего ролика. И в конце давайте послушаем работу преампов ID44 на живом примере. Nobody move, there's blood on the floor. And I can't find my heart. Where did it go? Did I leave it in the cold? So please give it back, 'cause it's not yours to take. It must have fell when I lost my mind. Deep in the guide, drawing it in vain. Somebody help me, 'cause I can't find my way. Nobody move, nobody move.
nobody. Что же все-таки такое ID44? Это пример внешнего аудиоинтерфейса с хорошим потенциалом для дальнейшего апгрейда. В частности, я имею в виду апгрейда количества входных и каналов на выход за счет оптики. Помимо всего прочего, здесь присутствует довольно интересное наполнение, которая перекочевала напрямую со студийных консолей от Audient. Ну и всякие интересные фишечки вроде программируемых клавиш и возможность регулировки и настраивания той же автоматизации с помощью вот такой ручки. Это и есть ID44. Друзья, если вам понравился ролик, ставьте лайк, пишите в комментариях, что вы думаете о сегодняшнем аудиоинтерфейсе, подписывайтесь на канал и оставайтесь с нами. Впереди много нового, интересного и, конечно же, музыкального. Всем пока! Обладающий довольно неплохими задатками на дальнейшее расширение максимального входного, неплохими задатками для дальнейшего, с довольно-таки неплохим... С хорошим потенциалом на расширение. Потенциал! Вспомнил, потенциал. Спасибо. Я вспомнил это слово.